Добрый день, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на канале Соволмаш. И сегодня у нас очередная распаковка. Сегодня распаковывать будем лазерное оборудование. Это станок, который, подобный из которых вы уже могли наблюдать. Сейчас же происходит разгрузка и транспортировка его на свое законное место. Ну а подробности дальше в видео. Ну а пройдя немножко в сторону, мы с вами наблюдаем процедуру следующего характера. Во-первых, мы с вами видим фуру, которая разгружается, и количество компонентов для вентиляционной коммуникации только возрастает. И это важно, потому что как раз так случилось, что внутри здания материалы заканчиваются, потому что они постоянно монтируются. Ну и новая партия уже готова к тому, чтобы ребята продолжали свою непростую, но важную работу. В том числе мы с вами видим, вон там торчит стрела крана напротив шлюза 3-го этажа. К чему бы это? Ну, возможно, мы это узнаем с вами позже. Пойдемте посмотрим, что конкретно разгружают. А впрочем, я-то вам зачем? Проходите, смотрите. Хотели вам показать сразу сходу кадры, но камера запотела, приходится второй дубль писать. Значит, мы с вами находимся на 3-м этаже. Здесь мы с вами видим тоже активно проводящиеся работы. По левую руку от меня уже комнаты с раствором, который вчера, скажем так, был сюда уложен. И прямо сейчас, в этот момент, происходит стяжка соседнего помещения. Возможно, какие-то кадры, там, где прям наш шланг прыгал от идущей по нему смеси, мы и сможем подставить, но, к сожалению, конденсат сделал свою силу, и, возможно, они были утеряны. А сейчас ребята уже засыпали все, что должны были засыпать. Пришлось опять сделать срезку, потому что линза в очередной раз запотела. Я думаю, в следующий раз мы вам, может быть, даже и покажем, как это происходит. Все дело в том, что сейчас, когда выполняется стяжка, здесь повышенная влажность. И от перепада температуры, так как только что происходили съемки на улице, вот этот эффект и происходит. Но, собственно, улица. Вы только что недавно видели кадры с улицы, где стоит кран, где стоят вентиляционные короба и так далее. Сейчас же за дверью шлюза располагается уже подвешенная на кране улитка системы вентиляции. Сейчас ребята открывают дверь и ждут, собственно, возможности для того, чтобы ее уже занести внутрь, сюда, на 3-й этаж, для того, чтобы смонтировать по месту проектному, скажем так. Впрочем, сегодня приходится по объекту бегать из одной стороны в другую, потому что в каждой части происходит определенная работа. Работают электрики с слаботочными сетями, с силовыми кабелями, даже продолжаются работы, точнее, можно сказать, завершаются, но тем не менее частично что-то подделывается по шинопроводам. Сейчас продолжается отделка санитарных комнат, соответственно, укладка плитки. Вот то, что вы вчера видели на кадрах, сравните, как это выглядит уже сегодня. Ну и я думаю, что вы сами можете оценить, что динамика работы идет достаточно высокая. Все это возможно исключительно благодаря вашей поддержке, вниманию, тому, что вы смотрите наши видеоролики, продвигаете каналы, рассказываете о нас в социальных сетях и, конечно, инвестируете средства в проект Соволмаш. За это вам огромная благодарность. Ну а мы завершаем сегодняшний видеоролик, потому что впереди еще вебинар,
который называется «Экспертное время». Там мы с Дмитрием Александровичем Дуйновым постараемся ответить на все ваши вопросы. Спасибо за поддержку, внимание и до новых встреч.